понос у ребенка. Давать ли в это время пробиотики? И давать ли их после того, как ребенок перенес кишечную инфекцию? Сегодня об этом. Добрый день всем, меня зовут Наталья Чернега, и сегодня мы говорим о такой интересной теме, как понос у ребенка и нужно ли давать ему бактерии, пробиотики. Тема достаточно интересная, потому что нас длительное время приучали к тому, что вот даже что нужно давать пробиотики при любом заболевании. Мы даем антибиотик, давать нужно пробиотики, то есть какие-то бактерии. Даже сегодня, когда мы зайдем в аптеку, ну вот буквально я прошу антибиотик, и впереди паровоза фармацевт меня спрашивает, нужен антибиотик, причем утвердительно мне об этом говорит. А какой пробиотик нужно давать и нужно ли его вообще давать? Вот сегодня я хочу с вами это обсудить. Кишечные инфекции, острые кишечные инфекции, они занимают, второе место, наверное, в структуре вообще всех вирусных острых заболеваний у детей после острых вирусных инфекций. То есть проблема эта у детей актуальна. Возбудителями кишечных инфекций являются как бактерии, вирусы, простейшие какие-то паразиты, то есть любая микрофлора. И как ребенок справится с этой инфекцией, зависит состояние не только агрессия самого микроорганизма, но и состояние его иммунитета, состояние его слизистой кишечника. Потому что, не секрет, когда в одной семье болеет, допустим, все заболели какой-то ротавирусной инфекцией, то один как-то быстро проскочил это состояние, а у второго затягивается на месяц какое-то функциональное нарушение кишечника. То есть и все это зависит не от того доктора, как мы привыкли думать, доктор какие-то плохие назначения сделал, а это все зависит еще и от иммунитета и того человека, который переболел этим. Что же такое пробиотики? Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые считаются нами хорошими и которые заселяют кишечник и помогают нам бороться с вредными микроорганизмами. Теоретически природой так задумано, что мы вообще ничего не должны принимать, если это вирус, что наша микрофлора должна с этим бороться, с какими-то возбудителями самостоятельно. И пробиотики, на чем я хочу акцентировать внимание, это определенная такая миллионная живая система, которая населяет наш микроорганизм. И на самом деле она регулируется нашим геномом, генами нашими. И у каждого человека свой, скажем так, пробиотический паспорт. И на сегодняшний день пробиотики – это настолько интересная для науки система, которая до сих пор изучается и считается, что в будущем это, скажем так, оружие против вирусов и других микроорганизмов. Что же стоит помнить с точки зрения кишечной инфекции и пробиотиков? Что если у ребенка уже есть дисбактериоз кишечника, то к нему будет цепляться любая кишечная инфекция легче. Точно так и также после кишечной инфекции дисбактериоз будет затягивать состояние восстановления. То есть это замкнутый круг. И нам нужно решить, в каком случае нужно давать пробиотики, а в каком нет. Итак, если кишечная инфекция есть, стоит ли давать пробиотики? Согласно исследованиям, пробиотики даются только те, которые прошли клинические испытания. И это две группы пробиотиков. Я вам их сейчас напишу. Это лактобациллы и сахаромицеллы. И другие пробиотики давать не нужно. Они не прошли испытания, и мы не знаем механизма их работы с чужеродными возбудителями.
А давать ли нам пробиотики после того, как кишечная инфекция прошла? Вот вроде бы температура нормализовалась, стул относительно нормализовался. Как долго ребенку нужно давать пробиотики? Когда кишечная инфекция возникла, то у ребенка действительно есть так называемый временный дисбактериоз. И мы с вами говорим о том, что временный дисбактериоз может затягивать состояние вот этих нарушений кишечника. В каком случае нужно давать и что нам будет индикатором того, что затянулось какое-то что есть дисбактериоз? Это, например, сохраняется какой-то водянистый стул, какая-то непереваренная пища есть, у ребенка есть метеоризм, поддутый животик, у него нарушен аппетит, он все-таки кушать еще не восстановился, не хочет. Цвет стула какой-то не такой, как всегда, как обычно. Регулярность стула не восстановилась. Он обычно ходил раз в день, а теперь то запор, то какой-то понос. То есть вот это та симптоматика, которая говорит о том, что все-таки дисбактериоз есть, и его нужно подлечить. И в таком случае мы будем давать детям пробиотики. В группу риска, у кого затягиваются инфекции, входят дети раннего возраста, дети с аллергиями и дети из группы часто болеющих, потому что их иммунитет еще все-таки слаб, и он не входит в разряд таких уже хорошего иммунитета, который может сам побороться с инфекцией. Вот таким детям мы будем давать. И помним самое главное, что мы даем бактерии из группы бифида и лактобактерий. Это та микрофлора, в большинстве случаев она в 80% как бы представлена нормофлорой у нас, поэтому мы, собственно говоря, и даем бифида и лактофлору после того, как инфекция прошла, но как-то затягивается. Можно ли давать бифида и лактофлору вместе? Да, прекрасно. И очень много медицинских препаратов, как раз это микрофлора, вдвоем вместе они работают, эти бактерии. Вот. На сегодня все. Мы с вами разобрали вопрос, так давать ли нам пробиотики или нет. В том числе, кстати, и с антибиотиками. Если ребенок пропивает антибиотики, но у него хорошая иммунная система, у него все восстановилось хорошо, то пробиотики тоже не всегда рекомендуется давать. И это не обязательное условие лечения любой кишечной инфекции и вообще назначения при антибиотикотерапии. Всего вам хорошего. До новых встреч. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Всего хорошего.